Внимание! Это сообщение работает только один раз и только один раз. Вы будете завтра, его снова не найду, ни в другом виде, ни в другом слове. Потому что это не сообщение, которое вы смотрите. Это священный указ, который находит, и если вы сейчас это смотрите, это не случайно. Это потому, что вибрация твоей души наконец то выровнялся с деньги, то чудо, то благословение, которое кружило в вашей жизни, ожидая момента, когда ваше сердце будет готово ее принять. Существует тайное учение, известное лишь немногим, которое однажды прошептала женщина, открывшая ей божественное наследие через сверхъестественное откровение Конни Мендис. Она сказала: правильное решение, произнесенное однажды с непоколебимой верой, имеет большую силу, чем тысячи тревожных сообщений. Она знала то, чего большинство людей никогда не узнают. Что не повторение творит чудо, а выравнивание. Это не крик громче. Это верить глубже. И когда вы говорите нужные слова в нужное время, чистое и готовое сердце, то урожай срабатывает немедленно. И сегодня этот момент настал для вас. Но есть секрет, сила активируется только в конце, и если вы уйдете до того, как будет произнесено последнее слово, то прервет целочка духовный ключ в последнем откровении, в последнем моменте, в последнем решении. Вот где открывается дверь. Поэтому я призываю вас, нет, я вас предупреждаю, оставайся до конца. Это твой момент судьбы. Если ты прервешь его, ты почувствуешь это. Тяжесть вернется. Тишина в твоем духе. Но если ты останешься, и останешься с ожидания, что написано взовет изобилие восстанет и заберет тебя. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Это видео не похоже на все остальные, которые вы смотрели. Вы здесь не от скуки. Вы здесь, потому что что-то в вашем духе вскрикнул, и небеса ответили этим голосом. Ты уже знаешь это. Почувствуй подтверждение в твоей груди, это божественно. Это личное. Вы взывали к переменам. Вы молили о помощи. И теперь ответ Бога говорит через этот момент. Но инструкция ясна. Оставайся до конца. Люди, которые провозгласили это послание, никогда не говорили об этом открыто, но если вы прочтете между строк, вы найдете их истории. Женщина, которая получила неожиданное наследство после 10 лет молчания. Мужчина, чье здоровье восстановилось, а затем деньги пришли как волна, которую он не мог остановить. Молодая женщина, которая была готова сдаться в жизни, но нашла ключ в последнюю минуту этого сообщения. Вот тогда чудо началось. А теперь слушайте, ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. И прежде чем мы продолжим, напишите в комментариях точную сумму богатства вы ожидаете. Говори смело, не бойся. Что назовешь, то и утверждаешь. Духовное царство работает через декларацию. Так что пишите так, словно это уже сделано. Говорите так, словно дверь уже открыта. Ведь то, что вы декларируете сегодня, вы получите завтра. А то, что вы скрываете, вы откладываете. В этот час нет места страху. Позвольте мне повторить еще раз, это благословение активируется только если вы закончите это слово. Так задумано. Не человеком, а природой. Святой Дух, который использует тайну, чтобы проверить веру. Так же, как вдова, которая послушалась Илии, даже когда это не имело смысла. Ее послушание в последнем акте раскрыло сверхъестественное обеспечение. Ваш начинается так же, оставаясь. Потому что ваше богатство, твое здоровье, твоя свобода, твое вечное наследство заключено в этом самом моменте. Давайте начнем. Сегодня я обнаруживаю, что ничто из того, чего я желаю, не ищет меня вслепую. Все, что я ищу, деньги, здоровье, мир, избыток,
приходит искать меня с божественной точностью в тот момент, когда я решу поверить, что ягодово это сообщение пришло не случайно. Это видео не развлекательное. Это не совпадение, это выравнивание, этот момент – ответ на послание, которое ты шептал, когда тебя никто не видел. На ночи, которые ты плакал в тишине, проси знака, что твоя жизнь не забыта. Это знак. Это живое слово, это божественный ключ был отправлено, чтобы найти вас. Он путешествовал сквозь ветры времени, сквозь шум интернета, преодолевая все отвлекающие факторы, потому что ваш дух вскрикнул, и небеса ответили. Это не случайно. Это священный замысел. А святое назначение. Вам было суждено услышать это, потому что вы стоите у двери своего дома в следующем сезоне, и то, как вы распорядитесь этим моментом, определит, что откроется. Поэтому теперь я должен обратиться напрямую к барьерам внутри тебя, те, кто молча управлял твоей жизнью. Вина. Стыд. Голос, который говорит «я этого не заслуживаю», тот голос, что шептал годами, может быть благословение для других. Может быть изобилие для них, а не для меня, это не твой голос. Это не голос Бога. Это голос бедность из травмы, из ложь, которая была заложена в вашем прошлом, чтобы блокировать ваше будущее. И сегодня, силой Живой Завет, мы собираемся разоблачить его и уничтожить. Произнесите это вместе со мной в вашем сердце, и если у тебя есть силы, скажи это вслух. Я больше не верен нужде. Я больше не верен страху. Я больше не защищаю свою боль, притворяясь, что не хочу большего. Сегодня я позволяю себе быть найденной, я позволяю себе быть выбранной, я позволяю себе быть тронутой уверенностью. Тот, что воспламеняется, словно огонь в душе, когда мы перестаем притворяться, что не готовы. Я выбираю перестать прятаться за сомнениями. Я сбрасываю щит оправданий. Я освобождаюсь от оправданий, которые носил с собой, оправданий, которым меня научили поколения разбитости, системами, которые держали меня в тени, окружением, которое говорило «будь реалистом», когда Бог говорил «будьте послушны». Позвольте мне задать вам вопрос, который поначалу может вас ранить, но он вас освободит. Кто вам сказал, что вы не можете быть богатым? Кто сказал тебе, что нужно страдать, чтобы Бог тебя полюбил? Кто научил тебя, что твое призвание – еле выживать, отдавать последнюю монету, но никогда не получить сполна урожай? Это не учение Христа. Это не тайны царствия. Это искусственные цепи, выкованные религией, страхом и травмами поколений. И сегодня мы сломать их. Сегодня я даю себе разрешение получать. Сегодня я говорю «да», избыток я говорю «да», переполнение я говорю «да», чудеса мне не нужно зарабатывать, потому что я уже достоин божественный замысел. Мой вера – мой доступ. Мой вера – это мое разрешение. Я никогда не должен был жить в бедности. Я никогда не должен был попрошайничать. Я родился для богатства, для влияния, для сверхъестественного увеличения, не для гордости, а для цели. Потому что и судно, и когда. Бог наполняет меня. Это значит, что я могу излиться на других. А теперь сделайте глубокий вдох. Серьезно, сделайте это. Почувствуйте, как воздух наполняет вашу грудь. Это жизнь. Это доказательство, что Бог не оставил тебя. Что твоя цель все еще дышит, все еще стремится, все еще ждет. Это разрешение на процветание, а не просто выжить. У вас есть разрешение на процветание, быть кредитором, а не заемщиком, выйти из бури выживания и войти в солнечный свет твоего наследия. Дверь богатства не открывается гордым, но и не открывается прячущимся. Открывается готовый. И теперь, дитя мое, ты готов. Семя бедности – это не только деньги.
Это идентичность. Оно гласит: «Вот кто я. Вот моя судьба. Вот мой крест». Но Иисус никогда не призывал тебя нести крест, долг или стыд. Он нес крест, чтобы вам не пришлось этого делать. И после того, как пришел крест в воскресенье. Это значит, что вам не придется умирать на этой низкооплачиваемой работе. Вам не придется жить под крышей этого хаоса. Вам не придется довольствоваться крохами радости, наблюдая, как другие наслаждаются счастьем, тебя не забыли. Ты, называется, отмечено и имел в виду для получения дополнительной информации. Итак, я снова приглашаю вас со святым дерзновением. Поставьте лайк этому видео. Не по привычке, а просто акт веры. В качестве заявления о том, что вы в согласии с произнесением слова. Как способ сказать: «Это семя для меня. Я не позволю ему пройти мимо меня». Подписаться так, что каждый раз, когда голос Божий говорит через этот канал, вы слышите его прежде, чем шум мира увлечет вас. Оставьте комментарий ниже с верой, напишите эти слова: «Я даю себе разрешение процветать». Говори, пока твое сердце не поверит. Говори, пока ложь не развеется. Говори, пока небеса не сдвинутся с места. Позвольте мне напомнить вам: в тот момент, когда вы выбираете верить, в тот момент, когда вы позволяете этому реальность, которая заменит вашу историю, вот тогда все начинает меняться. Богу никогда не было нужно твое совершенство. Ему нужно было лишь твое разрешение. Ты достаточно плакал. Ты достаточно долго ждал. Время моль прошло. Теперь начинается время коллекционирования урожайготов, но он должен найти готовое судно. И этот сосуд – ты. Некоторые услышат это и уйдут, потому что все еще верят в ложь о святости боли. Но другие, ты, выберет верить, что богатство – это поклонение, когда это проистекает из послушания. Это изобилие, это хвала, когда она исходит из сердца, которое дает и получает с равной радостью, чудеса естественны, когда мы ходим как сыновья и дочери король. Вы не смотрите видео. Вы стоите перед ворота. С другой стороны находится наследование. Но пройти смогут лишь те, кто скажет: «Я достоин». Не говори: «Может быть, когда-нибудь». Сказать: «Сегодня я прохожу». Не говори: «Другие заслуживают этого больше». Сказать: «Я дитя Божье. И это мое время». Вы услышали зов. Вы почувствовали дрожь в груди. Вы видели слишком много знаков, чтобы сомневаться. Эточис трансформации ваше прошлое не может говорить громче этого пророчества. Ваши неудачи не перекрывают ваша вера. Твой завет старше, чем ваши обстоятельства. И благословение больше, чем твои страхи. Итак, я снова спрашиваю: поставьте лайк этому видео. Подпишитесь. Озвучьте свое обещание в комментариях. И самое главное, оставайтесь до конца. Потому что в следующий момент я вам расскажу правдивая история о божественный переворот, взятый прямо из слова Божьего. И когда вы это услышите, вы увидите в этом себя. И увидев это однажды, вы больше никогда не скажете: «Я недостоин». Потому что правда в том, что вы не просто достойны. Вы выбранный. И твои благословения уши в пути. Позвольте мне задать вам вопрос, который вам, возможно, никогда не задавали в церкви, в школе или даже дома. Что говорит ваш банковский счет о том, чего вы, по вашему мнению, заслуживаете? Когда вы проверяете свой баланс, что вы чувствуете? Облегчение, страх, разочарование. Затаили ли вы дыхание, ожидая появления цифры,
словно это суждение о вашей ценности. Вы снижаете свои ожидания еще до того, как вошли в систему. Ты смотришь на число и чувствуешь ту старую боль, которая шепчет: «Это все, что у меня когда-либо будет». Пусть вопрос поразит вас глубже. Потому что пока вы не столкнетесь с болью отсутствия, вы не разблокируете силу изобилия. Пока вы не посмотрите на холодные цифры и не скажете: «Вы не последнее слово», вы останетесь пленником цифр, которые были сформированы не вашей судьбой, а вашим прошлым. Поэтому я спрошу еще раз, и на этот раз не избегайте колкости. Когда вы смотрите на свои финансы, видите ли вы отражение своего божественного наследия или кладбище сломанных убеждений? Вы научились довольствоваться малым, потому что кто-то научил вас этому богатство жадное. Вы уменьшили свои мечты, потому что религия убедила вас, что бедность свята. Вы оставались на низкооплачиваемой работе, потому что где-то глубоко внутри вы верили, что страдание доказывает верность Богу. Кому выгодна ваша нехватка? Кто научил тебя прославлять борьбу? Кто убедил вас отказаться от власти и назвать это смирением? Потому что я обещаю вам следующее: Бог, создавший галактики, не создал вас для того, чтобы вы были порабощены процентными ставками. Тот же Бог, который поместил золото под Эдемским садом, не поместил вас сюда, чтобы вы ему поклонялись. Дефицит Бог, который сказал: «У меня есть планы, как сделать тебя процветающим», никогда не переписывал концовку своей истории на долг, беспокойство и просто справляюсь. Поэтому задайте себе такой вопрос: как могла бы выглядеть ваша жизнь, если бы деньги повиновались твоему голосу? Что, если каждая цифра в вашем счете отражает не вашу борьбу, а ваш суверенитет? Сейчас. Закройте глаза не для того, чтобы убежать, а для святого воссоздания. Представьте, что ваш баланс, да, та самая цифра в вашем банковском приложении, становится живой. Увидьте, как оно дышит. Почувствуйте, как оно меняется. Смотри, как он поднимается, влекомый невидимыми силами. Золотые ветры, священный шепот богатства, который всегда кружил вокруг вас, ожидая разрешения приземлиться. Сегодня я заявляю, что богатство следит за моим счетом. Он парит, как утренняя роса перед урожай солнца, горящий желанием налить. Он наблюдает за моим равновесием из невидимых углов, мест, которые я не могу видеть своими глазами, но чувствую в своей вере. Это ласкает мои финансы словно ветер, облаченный в золото, смывающий пыль прошлых разочарований. Это выводит мой аккаунт за рамки унаследованные потолки, за пределами ограничений предков, которые больше не говорят за меня. Я заявляю, мои деньги питаются тайными корнями. Корни, уходящие в невидимое царство. Корни, пьющие воду из источника, который не пересыхает. Корни, которые не обрываются ни рецессиями, ни увольнениями, ни просроченными платежами. Корни, которые тянутся из более глубокого местоисточника. Вечный завет Бог создал меня. И я говорю это на своем балансе. Вы сейчас облеченные в новые одежды, не лохмотья страха, а одежды возможностей. Вы сшиты вместе нитями уверенность, окрашенные в цвета божественные обещания, спрессованные в огнях вера. Вы будете размножаться. Без страха. Без колебаний. Без стыда. Потому что река провизии, которой тебя кормит, это больше не спит. Каждый раз, когда я говорю «жизнь», мой баланс слушается. Каждое слово веры – это депозит в невидимом царстве. Каждое утверждение – это чистая вода, вылитая в священную землю. Каждый мысленный образурожай переполненности, чеков без имен и доходов без напряжения – это семя, и я его сажаю. Не с сомнением, не с отчаянием, но с решением. Потому что я решил увидеть лес, где другие видели лишь пустошь. Я выбрал благословие мой банк, а не проклинать его. Говорить об этом,
а не уклоняться от этого. Чтобы освободиться от чувства вины и заменить его рост. Теперь позвольте мне обратиться к вашим 5 чувствам. Пусть запах изобилия поднимается вокруг тебя, словно теплый хлеб перед пиром. Пусть звук увеличения, словно сыпятся монеты, но еще громче звук свобода, из параметры, из движения. Пусть ваши глаза видят не только цифры, но и зеркало вашей веры, и по мере того, как растет вера, растут и они. Раскиньте руки широко, раскройте ладони, не для того, чтобы просить, а для того, чтобы получать. Пусть ваша кожа покалывает от электричества ожидания, святая боль прибывает нечто большее. Потому что теперь каждый раз, когда вы открываете это приложение, каждая фигурка поет свою песню. Больше нет хныкания страха. На гимн судьбы я заслуживаю. Я поддерживаю. Я благословляю. Я отпускаю. Расскажите, когда вы в последний раз смотрели на свой баланс и улыбнулся? Не потому, что это было высоко, а потому, что вы знали, что это было благословенный. Не потому, что он был большим, а потому, что вы знали, что он был покорный. Видите ли, деньги – это не просто цифры. Это слуга. Он предназначен для того, чтобы подчинять себе духовный авторитет вашей веры. А когда ваша вера свята, то свято и ваше равновесие. Позвольте мне подтолкнуть вас глубже. Что, если бы у вашего банковского счета был голос, и он кричал: «Я хочу расти, но ты продолжаешь вселять в меня страх»? А что, если бы на твоем кошельке было написано: «Ты благословляешь церковь, но проклинаешь себя, когда открываешь меня»? А что, если ваши деньги ждали не того, чтобы мир изменился, а того, чтобы подняться, верить, заявить? Поэтому провозглашайте вместе со мной еще раз: я больше не верен нехватке. Я больше не оправдываю борьбу. Я приказываю числам в моей жизни соответствовать изобилию небес. Я не прошу разрешения процветать, я иду в нем. Вы не жадны и не хотите большего. Вы не эгоистичны, просите у Бога о переполнении. Вы не материалистичны, если верите, что Бог, которому принадлежит скот на 1000 холмов, хочет, чтобы ваш холодильник был полон, счета оплачены, дети обеспечены, миссия обеспечена ресурсами, а будущее обеспечено. Вы не были рождены для того, чтобы просто выживать. Ты родился, чтобы представляют небеса на земле. И небеса не банкроты. Поэтому я задам вам еще раз последний вопрос перед переходом. Сможете ли вы наконец избавиться от чувства вины, которое мешало вам собирать урожай? Перестанете ли вы наконец извиняться за мечты о богатстве? Взглянете ли вы наконец на свой счет и скажете: «Это не конец моей жизни. Это начало моего пути». Потому что в тот момент, когда ты это сделаешь, каждая фигура, каждая цифра, каждая передача, каждая дверь начинает двигаться. Небеса отвечают на тот, кто осмеливается считать изобилие священным. И теперь это одно из них-то. В следующем разделе я покажу вам, как это преобразование уже произошло в Слове Божьем. Я покажу вам историю, то повернись, то чудо это казалось невозможным, пока один человек не сделал тот же выбор, который вы делаете прямо сейчас. Так что не уходите. Потому что то, что с ними случилось, является сейчас с тобой случиться. В жизни каждого ребенка Божьего наступает момент, когда происходит перемена, не на небесах, не в банке, не в руках других, а глубоко внутри сердца, где находится истинный алтарь. Момент, когда верующий перестает гнаться за благословениями и начинает ходить с ними. Когда деньги – это уже не погоня, а компаньон. Когда богатство – не испытание, а инструмент. Когда завет – не теория,
а правда, запечатанная кровью. Вы только что перешли эту черту. Вы, возможно, не заметили этого, но несколько минут назад, когда вы произнесли эти слова, когда вы решили остаться, когда вы согласились с заявлением, когда вы позволили болезненным вопросам глубоко ранить вас, это был момент подписи. Освященная сделка произошел. Не на бумаге, но в дух. Вы заключили соглашение о том, что никакой земной контракт не может отменить. А божественный завет между вашей верой и вашими финансами. Понимаете, богатство признает язык пробужденных. Он не реагирует на панику. Он не гонится за обезумевшими. Он приближается к все еще, к определенной, тому, чья грудь открыта и чьи руки больше не дрожат под тяжестью денег к изобилии, которые теперь исследуют ваши счета. Он здесь не для того, чтобы испытывать тебя. Он здесь потому, что ты, наконец, перестал себя испытывать. Теперь он слышит ваш пульс, сильный, ровный, неразрывный. Он слышит твой голос, уже не молящий, но командующий, не с высокомерием, а со святой ясностью. Он чувствует твои пальцы, когда-то напряженные от беспокойства, сейчас нежный, скользя по купюрам с таким же спокойствием, с каким вы бы прикасались к ним стоящая вода. Вот в чем разница. Это преобразование не громкое. Это не выигрыш в лотерею. Это не фейерверк. Его уверенность. Это когда рука держит деньги, и они не трясутся. Это когда ваш глаз видит большую цифру и не щурится от недоверия. Это расширяется. Потому что он знает, это не временно. Это правда. И теперь изобилие сидит с тобой за столом. Оно наблюдает, как ты пересчитываешь то, что когда-то доводило тебя до слез. Оно наблюдает, как ты разбираешь то, что когда-то подавляло тебя. И оно улыбается. Не из-за того, сколько у тебя есть, а из-за того, сколько ты. Наконец-то понимать. Вы не считаете бумагу, вы считаете доказательства. Позвольте мне познакомить вас с моральной дилеммой, с которой многие сталкиваются на данном этапе, но мало кто готов в ней признаться. Вас учили, возможно, исподволь, а возможно, и прямо, что желать большего опасно. Что деньги – это искушение. Что они развращают. Что с ними нужно обращаться, как с огнем, никогда не слишком близко, никогда не слишком сильно. Но что, если этот страх стал вашим главным вором? Что, если огонь это никогда не было проблемой, но как вы к этому подошли? Деньги, как огонь, согревают верными, сжигает страшный. И разница заключается в том, как ты это держишь, не то, есть ли у вас это, а то, чтите ли вы это священная природа. Прикасаетесь ли вы к нему с трепетом или с почтением? Преследуете ли вы его как добычу или принимаете это как королевская особа? Вот это привилегированные знания большинства никогда не получают. Деньги не являются показателем жадности. Деньги – это зеркало. Это показывает, кем вы себя считаете. И когда вы наконец увидите себя достойный, чистый, и называется, он начинает служить вам, не доминировать над вами. Вот почему сегодня вы больше не относитесь к деньгам как к угрозе. Ты не дрогнул. Ты не попрошайничаешь. Вы не извиняетесь. Вы держите его с той же легкостью, когда вы касаетесь текущей воды. Потому что ты понимаешь, оно течет через тебя, а не из тебя. Это не тебе бояться. Это ваши дела прямые. Ты судно. И благословение вливается в того, кто умеет оставаться открыть не сжаты. Богатство, которое теперь входит в вашу жизнь, не подчиняется внешним тенденциям. Оно не зависит от мировых рынков, от платежей клиентов, от настроения работодателей. Оно, укорененное в контракте, который вы сейчас подписали, в дух, в декларация, в поза.
И в этом контракте говорится: «Я, дитя Божье, больше не противлюсь богатству, которое всегда было моим». Я принимаю это не со страхом, а с верой. Я делаю это не из чувства вины, а из благодарности. Я умножаю его не ради гордости, а ради цели. И я возвращаю его в землю с радостью, зная, что он всегда возвращается в большая мера. Это не предложение. Это не мантра самопомощи. Это указ завета. И теперь ситуация вокруг ваших денег изменилась. Каждая купюра в вашем кошельке распознает вашлость. Каждый перевод отвечает вашему энергии. Каждая транзакция соответствует вашему ценности. Каждый запрос, отправленный в духовное царство, теперь возвращается с процентами, потому что сигнал изменился. До сегодняшнего дня вы излучали неуверенность. Теперь вы испускаете уверенность. До сегодняшнего дня ваше послание содержало в себе страх. Теперь он несет частота, сильный, непоколебимый, точный. Раньше твое сердце спрашивало: «Могу ли я?». Теперь он заявляет: «Я». Это ваш момент, да и после. Ты уже не тот. Твои деньги это знают. Недуховное царство знает это. И вскоре мир природы покажет это. Поэтому не удивляйтесь, когда богатство начнет двигаться к вам. Не удивляйтесь, когда появятся возможности, которые вы не планировали. Не отступайте, когда вашу руку просят держать больше, чем когда-либо прежде. Это не удача. Это не тест. Это ответ. Жизнь говорит: вы подписали соглашение. Теперь мы выполняем. То, что вы чувствуете сейчас, этот мир, эта тишина, это звук старые контракты разрываются. Те, о подписании которых вы не знали. Те, где говорилось: «Я всегда буду бороться». Я не из богатых. Богатство не духовно. Эти соглашения были аннулированы небесами. И на их месте стоит новая реальность, запечатанная твоим собственным голосом. Голос, который больше не умоляет. Рука, которая больше не дрожит. Сердце, которое больше не прячется. А жизнь которой больше не ждет. А теперь скажи это вслух или про себя, но скажи это с окончательностью. Это сообщение нашло меня, потому что я готов его принять. Повтори еще раз. Не как надежда, но как вердикт. Потому что теперь замков больше нет. Больше никаких баров. Больше никаких тусклых фонарей, пытающихся осветить ваш путь. Не свет пришел. И то, чего ты когда-то боялся, теперь твое точка величайший союзник. Деньги не твои хозяева. Это твои зеркала, твой посланник, твой слуга. И теперь ты его законный хранитель. В следующей части мы поговорим о обещании, то, что начинает происходить, как только соглашение выполняется. Потому что небеса отвечают не только на вашу просьбу, но и на вашу готовность. И ты, дитя судьбы, готовый. Оставайтесь до конца. Потому что то, что есть выпущенное уже записано на ваше имя. Богатство не стоит на месте. Оно не статуя. За ним не гонишься, как нищий за объедками. Оно не заперто в сейфе и не спрятано за стенами бюрократии и несправедливости. Богатство — это река. И ты, дитя Божье, призван стать его живым проводником. Слушай внимательно. Если то, что ты называешь деньгами, не течет, значит, оно умирает. Если то, что ты называешь процветанием, не входит и не уходит из твоей жизни в божественном ритме, значит, ты превратил живую финансовую вселенную в запруженную плотину. И эта плотина в конце концов прорвется,
не для того, чтобы благословить, а для того, чтобы разрушить. Сегодня я пришел освободить тебя от этой плотины. Я пришел научить тебе законы потока. Естественно, благословение который управляет духовной экономикой. Небеса не считают так, как люди. В Царстве Божьем то, что уходит, не исчезает. Это умноженный. Что вы выпускаете в Виране, оставляет вас пустыми. Это возвращается утоптанные, утрясенные и разлитые. Это не поэзия. Это духовный закон. Семя, которое вы сеете сегодня с доверием, вернется не единым зернышком, а таким обильным урожаем, что вам не хватит амбаров, чтобы его вместить. Ваше даяние – это не вычитание. Это замаскированное умножение. Вы не созданы для того, чтобы копить. Вы созданы для того, чтобы циркулировать. Подобно тому, как кровь течет, чтобы дать жизнь, подобно тому, как реки питают землю и текут к морю, так же должно быть и деньги, то ресурсы, и подарки Бог отдал в твои руки двигаться. Каждый раз, когда вы платите за еду, вы питаете этот цикл. Каждый раз, когда вы благословляете чей-то бизнес своей покупкой, вы активируете божественное возвращение. Каждый раз, когда вы поддерживаете дом, где хранится послание, нуждающегося ребенка, брата или сестру, испытывающих трудности, вы не проигрываете, вы наберете в скрытой экономике небес. И послушай меня, если ты блокируешь отток из страха, ты также блокируешь приток изобилия. Сжатый кулак не может принять. Закрытое сердце не может быть наполнено. Ты должен стать открытой рекой. Ты должен жить так, словно твоя душа священна. Счет в движении, вечно в круговороте, вечно сияние, вечно жатве. Не контейнер. Течение. Когда вы начинаете это понимать, даже ваши отношения с расходами преображаются. Счета больше не пугают вас. Они становятся вашими посаженные семена. Аренда больше не бремя, она становится заветом с кровом. Продукты больше не расходы, они становятся заветом с питанием. Десятина и пожертвования больше не религиозная обязанность, они становятся заветом с урожай. Каждый перевод становится священным. Каждое проведение карты становится пророчески. Вы перестаете бояться конца месяца и начинаете радоваться каждой возможности продвинуть через себя богатство. Потому что-то, что проходит через тебя, всегда вернется к тебе умноженным. Вы не банк. Вы не хранилище. Вы сосуд, несущий поток. Ты – почва, и земля не плачет, когда семена покидают ее поверхность, радуется, потому что знает, что грядет. Ты – хорошая почва. А хорошая почва никогда не иссякнет. Хорошая почва не боится дождя, солнца и бурь. Потому что знает, что под поверхностью растут корни, формируются плоды, и урожай уже на подходе. Бог не создал тебя, чтобы ты копил, как статуя, собирающая пыль. Он создал тебя, чтобы ты тек, как река, питающая все на своем пути и получающая взамен пресную воду. Повторите это вместе со мной сейчас, не как песнопение, а как духовное указание. Ничто не покидает мою жизнь, не став еще больше. Ничто не покидает мою руку, не став еще больше по пути обратно. Видишь ли, это священное правило божественной циркуляции, и чем раньше вы приведете свой образ мышления в соответствие с этим принципом, тем быстрее откроются двери сверхъестественного обеспечения. Вы не живете в мире дефицита. Это ложь. Вы живете во Вселенной, управляемой рукой Бога, и Его рука не нуждается в ничего. Тот же Бог, который создал океаны воды, галактики света и поле пшеницы, это тот же Бог, который создал вас. Как вы можете бояться недостатка, когда ваш Отец – бесконечное изобилие? Но позвольте мне спросить вас сейчас, и я хочу, чтобы вы ответили на этот вопрос честно в комментариях ниже. Какой страх блокирует ваш поток? Страх ли это нехватки? Травма бедности из прошлого. Религиозная ложь,
которая говорила вам, что деньги – это зло? Или стыд за желание большего, стыд за веру в то, что Бог может благословить вас, стыд за то, что вы хотите, чтобы ваша жизнь была переполнена, комментарий ниже. Страх, который заблокировал мой поток мыслей, это потому что, признаваясь в этом, вы разрушаете это. Проговаривая это, вы обезоруживаете это. И отпуская это, вы вступаете в петлю благословений, и это меняет все. Есть секрет, который большинство никогда не узнает. Богатство – это не достижение, это отражение. Это отражает состояние вашего духа. Если вы считаете себя недостойным, деньги обходят вас стороной. Если вы считаете, что всегда будете бороться, двери остаются закрытыми. Но когда вы меняете свою внутреннюю реальность, ваша внешняя реальность должна подчиняться, это божественный контракт. Это духовная технология, заложенная в самом творении, как внутри, так и снаружи. Каждое преобразование начинается в сердце. Каждый внешний депозит начинается с внутреннего указа, и сегодня я заявляю, силою небес ваше сердце меняется. Ваши убеждения меняются. Ваши мысли приходят в порядок. И ваша река снова течет. Поток начинается с доверять. Вы доверяете источнику больше, чем боитесь результата. Вы доверяете поставщику больше, чем вы оплакиваете расходы. Вы доверяете урожай больше, чем вы оплакиваете семя. Потому что это не просто деньги. Это не просто бюджет или банковские счета. Это духовное испытание и божественный полигон. Святое перепрограммирование вашей связи с рекой изобилия. И тем, кто проходит это испытание, доверено большее. Не потому, что они лучше, а потому, что они настроены на гармонию. Рай наступает только там, где есть доверие. Послушайте. Цифры в вашем аккаунте не ваш источник. Это всего лишь сигнал. Они плод, а не корень. Если вы измените корень, плод тоже должен измениться. А корень – это ваше мышление. Корень – это ваше отношение с течением. Корень – это ваша готовность быть рекой. Вот почему сегодня я призываю вас отпустить страх, отпустить чувство вины и отпустить нехватку. И принять закон божественного течения не когда-нибудь. Не после повышения. Не после чуда. А сейчас, потому что в тот момент, когда вы выбираете поток, ты становишься потоком. А поток всегда притягивает еще больше. Ты не проклят. Ты не сломлен. Ты не забыт. Ты – божественно созданная система священного изобилия. Ты – поле, готовое к посеву. Ты – сундук без замков. Ты – сосуд без ржавчины. Ты – сердце без страха. И Вселенная Небес отвечает не на отчаянный зов, а на гласный указ. Так провозгласи же это сейчас. Я нахожусь в божественном потоке. Напишите об этом в комментариях. Запечатайте. Отметьте этот момент как момент возобновления работы вашей реки. И теперь, возлюбленные, сделайте глубокий вдох и услышьте меня в своем духе. Каждый расход – свидетельство. Каждый расход – пророчество. Каждое семя – дверь. Вы ничего не теряете. Вы обретаете корни. Вы сеете в священную почву. И урожай, который формируется даже сейчас, заставит ваше прежнее мышление казаться далеким воспоминанием. То, что когда-то было недостатком, становится наследием. То, что когда-то было страхом, становится вера. То, что когда-то было выживанием, становится сверхъестественное переполнение. Оставьте комментарий смело, правдиво, пророчески. Страх, который заблокировал мой поток мыслей, это. Затем говорите свой новый указ. Я в божественном потоке. Я – река. Я
готовая почва. Сегодня не просто очередной день. Сегодня день, что вечность соприкасается со временем. Под всеми прошлыми ограничениями проводится священная черта, и Новый Завет подписывается на языке силы, цели и процветания. Вы здесь не случайно. Вы получили это послание не случайно. Это момент, который был написан еще до вашего рождения, точная секундав в вашей временной линии, где то, что когда-то блокировало вас, будет поглощено, растворено и переписано. Вы произнесли слова разрешения, теперь вы должны чувствовать то проявление активации. Я пришел сегодня не для того, чтобы утешить вас в вашей нужде. Я пришел, чтобы перестроить свою систему убеждения с самых основ. Больше никаких половинчатых решений. Больше никаких мелких сообщений. Больше никаких ограниченных мечтаний. То, что вы принимаете сейчас, вы должны принять полностью. Пути. Назад нет. Как только река богатства начинает течь по вашему организму, по вашим венам, через ваш выбор, привычки и надежды, пути назад нет. Возвращения к сухости, к это сообщение необратимо, вы призвали благословение, и небеса ответили святым огнем. Пусть он сгорит. Пусть он сожжет каждую мысль, шепчущую «я не могу». Пусть он сожжет каждую унаследованную фразу, например, «деньги не растут на деревьях». Пусть он сожжет каждое религиозное заблуждение, которое заставляло вас стыдиться желания изобилия. Пусть он сожжет каждый рефлекс дефицита, который заставлял вас съеживаться, медлить или заниматься саморазрушением. Пусть он сожжет идею о том, что Бог хочет дать вам только самое необходимое. Нет, Бог, умножающий хлебы и рыбу, Бог, разливающий масло до тех пор, пока не истощились сосуды, Бог, продлевающий муку вдовы во время голода. Это тот же Бог, который собирается переполнить ваше хранилище. Прямо сейчас, в этом священном пространстве указа, ваше тело переписывается. Каждая клетка получает новую команду. Ваши вены несут не страх, а веру. Ваше дыхание синхронизируется с ритмом роста. Ваши мышцы больше не сжимаются, защищаясь от потерь, а раскрываются, готовясь к переизбытку. Само пространство вокруг вас меняется, как будто комната, в которой вы находитесь, перестраивается, чтобы приветствовать чудеса. Ты больше не просто надеешься. Ты активирующий. Ты больше не хочешь. Ты получение, и с этого момента вы больше не сможете сказать, что не знали, как. Потому что теперь вы знаете. Вы увидели закономерность. Вы произнесли закон. Вы вошли в поток. Провозгласите это сейчас, от всего сердца. Я получаю, я поддерживаю, я умножаю, я делюсь. Повтори еще раз. Я получаю, я поддерживаю, я умножаю, я делюсь. Повторяйте это снова и снова, пока оно не отзовется эхом в почве у вас под ногами. Это не повторение ради слов, это ритм небес. Не четырехкратное движение изобилия, которое меняет все. Я принимаю, потому что я достоин. Потому что я избран. Потому что я чист. Потому что я был восстановлен и искуплен. Потому что небеса уже вписали мое имя в книгу благословений. Я поддерживаю, потому что то, что попадает ко мне в руки, не испаряется. Я не утекаю. Я не саботирую. Я не пренебрегаю. Я чту то, что держу, и питаю это мудростью. Я умножаю, потому что каждый дар – это семя. А я – плодородная почва. Каждый проект, каждое отношение, каждая возможность, которая коснется меня, будет расти. Я делюсь, потому что не боюсь нужды. Я не раб нужды. Я – река, а не плотина. Я отдаю свободно, радостно, пророчески, потому что экономия Божья умножает тех, кто
кто освобождает. Пусть эти 4 столпа станут архитектурой вашей новой реальности. Они больше не концепции. Они – ваша структура. Они – ваш план. Так изобилие входит, остается, растет и излучается. Эти слова – твой священный контракт с божественным порядком финансовой благодати. Почувствуйте, как поднимается ваша грудь. Это не просто кислород. Этоновая вера наполняет ваши легкие. Почувствуйте покалывание в руках. Это не просто энергия. Это богатство, поступающее в вашу систему. Почувствуйте, как меняется ваш разум. Это не просто ясность. Это божественный интеллект перепрограммирует ваши инстинкты. Вы больше не ведете переговоры с нуждой. Вы вступаете в завет с переполнения. Ты больше не молишь Бога о выживании. Ты стоишь рядом с Богом, чтобы царствовать. Вы больше не надеетесь, что однажды это случится. Вы признаете с непоколебимой уверенностью, что это уже произошло, уже прибыл. Наступает момент, когда все меняется, и это происходит сейчас. Пусть эта фраза прочно укоренится в вашем теле. Пусть она отметит ваш день. Пусть она отметит ваш календарь. Пусть она отметит ваш банковский счет. Этот момент не просто духовный, а материал. Это финансово. Это видно. Будет да и после этой самой секунды. Произнесите это сейчас со всей своей силой. Мой банковский счет не тюрьма, а река. Не мешок с деньгами, а источник богатства. Да. Потому что каждая цифра, появляющаяся под твоим именем, несет в себе аромат небесного прикосновения. Каждый вклад – аминь. Каждый расход – аллилуйя. Ты больше не сирота, ждущая разрешения. Ты – наследник. Осуществления господства. Ты больше не считаешь монеты с тревогой. Ты оцениваешь семена с помощью зрения. Теперь вы являетесь частью большего движения, живая финансовая вселенная, которая подчиняется божественному порядку. Она не хаотична. Она не жестока. Она плодородна. Она математична. Она живая. И она слушает. Выровненные сердца, вы больше не пытаетесь получить деньги. Теперь вы, приказав ему выравниваться. Потому что деньги не ваши хозяева, они ваши слуги. Они подчиняются духу. И ваш дух теперь управляется завет, ясность и призвание. Давайте объявим это вместе, вслух, как коллективное послание сквозь время и пространство. Я освобождаюсь от всякого страха получать. Я освобождаюсь от всякого стыда при сиянии. Я освобождаюсь от всякой вины при удержании. Я освобождаюсь от всякой нерешительности при умножении. Я – река. Я – сосуд. Я – наследство. Больше нет утечек. Больше нет дыр. Больше нет трещин в вашем контейнере. Река течет чистой. Река течет полной. Река течет далеко. И куда бы она ни текла, она приносит урожай, выздоровление дома, руки подняты в знак благодарности и сердце, горящее целью. Все старые названия ваших финансов – бремя, долг, едва-едва, возможно, когда-нибудь теперь стерты. Небеса переименовали ваши ресурсы, переполнение, священная циркуляция, пророческий поток, священный урожай, необратимое обеспечение. Ваш кошелек больше не является источником стресса. Ваши заявления больше не насмехаются над вами. Ваши счета больше не представляют для вас угрозы. Они служат вам. Они наблюдают за вашим преображением. Теперь они движутся по сосуду, который был освящен огнем.
Произнесите это еще раз и почувствуйте огонь в этих словах. Я больше не сомневаюсь. Я только принимаю. Пусть он сгорит. Пусть он поглотит все мысли, которые тебя сдерживали. Теперь пути назад нет. Потому что это не просто сообщение. Это возрождение. Это крещение по декларации. Это печать, веры которой невозможно сломать. И вот что я пророчески говорю вам. Вы не вернетесь к финансовой неразберихе. Вы не вернетесь в режим выживания. Вы не сломаетесь под давлением. Вы не будете дрожать от страха. Ты потечешь. Ты вырастешь. Ты переполнишься. Потому что это необратимо. И во имя того, кто называет тебя избранным, во имя Бога, который дает семя сеятелю и хлеб едоку. Во имя завета, который не может быть нарушен, я заявляю, ваше преображение завершено. Ваше наследство в безопасности. Ваш аккаунт освящен. Ваши руки благословенны. Имя твое призвано в изобилии. И твоя судьба теперь стала твоей реальностью. Аминь. 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 Теперь прокомментируйте ниже. Я принимаю. Я поддерживаю. Я умножаю. Я делюсь. Это необратимо. Пусть ваше заявление закрепит этот момент. Пусть эхом разнесется по небесам. Пусть он отметит тот день, когда река начала течь и больше не останавливалась. Это сообщение было не просто набором слов. Это было зеркало. И когда вы слушали, говорили и открывались этому божественному потоку, нечто открылось. Истинное препятствие заключалось не в экономике, не в вашем воспитании, не в вашем отсутствии возможностей. Величайшее сопротивление, с которым вы когда-либо сталкивались, было внутри тебя. Скрытое, безмолвное, иногда замаскированное под мудрость, иногда вторящее голосам страха, вины или унаследованной нужды, но оно всегда было внутренним. И теперь это препятствие исчезло. Да, завтра вы, возможно, увидите тот же баланс на своем счете. Те же цифры. Те же обстоятельства. Но не дайте себя обмануть, потому что это уже не те того, кто сомневался, колебался и торговался с нуждой, больше нет, появилась новая версия вас, версия, соответствующая божественному потоку, священному богатству, священному изобилию. Вы не просто прослушали сообщение. Вы ответили на него. Божественное призвание — это был не просто фоновый шум. Это был сверхъестественная транзакция между вами и небесами. И вот посеяно семя, которое невозможно выкопать. Открылась дверь, которую невозможно закрыть. Вы вошли в пространство, где ваш голос имеет вес, ваши мысли приносят плоды, а ваша подпись, да, даже невидимая, подтверждает указ о изобилии в вашей жизни, в вашем доме, в вашем будущем. Сделайте глубокий вдох. Это не конец. Это начало твоего наследия. Ваша трансформация была запечатанной. Контракт был возобновлен. Разум бедности был сожжен. И на его место пришло новое сознание завет, из наследования, из нерушимое богатство пустил корни. Вам больше не нужно ждать разрешения, потому что вы поняли, что оно у вас уже есть. Вы больше не молите о прорыве, потому что выстал прорыв. Вы больше не надеетесь на чудо, потому что чудо теперь течет через тебя. Каждый раз, когда вы дышите, каждый раз, когда вы действуете, каждый раз, когда вы тратите, получаете или отдаете, вы участвуете в живых законах божественного изобилия. Это сообщение было активация. Но что же дальше, поддерживая его? Вот почему я приглашаю вас идти глубже, не позволяйте этому быть единичным случаем. Пусть это станет ежедневным ритмом, образом жизни,
Образом мышления. Святая дисциплина. Подпишитесь прямо сейчас. Не просто на канал, а на этот Новый Завет, в который вы вступили. Нажмите эту кнопку, как пророческий акт, который говорит: «Я не просто посещаю изобилие. Я живу здесь и сейчас». Оставьте комментарий ниже, как окончательное подтверждение, ваше публичное заявление о вере и преобразовании. Я принимаю. Я поддерживаю. Я умножаю. Я делюсь. Я наследие. Напишите его, и ваш голос станет частью цифрового алтаря, где пробуждаются тысячи людей. Где семя богатства посеется не только в вашем сердце, но и в коллективном духе других, идущих по этому же пути. Потому что, когда вы говорите, вы вдохновляете. Когда вы провозглашаете, вы участвуете в умножении, ваши слова становятся подтверждением для кого-то другого. И помните, старый страх попытается вернуться. Голос ничтожности снова попытается прошептать. Искушение сжаться, остановиться, усомниться, оно придет. Но когда это случится, вы уже знаете, что делать. Вернитесь к этому сообщению. Переслушайте. Перескажите. Исправьте, потому что ты не слаб, ты на якоре. Это не мотивационная фраза. Это духовный закон теперь вписано в ваши кости. Ваши руки не пусты. Они открыты. Ваше сердце не хрупкое. Оно плодородный. Ваши дни не заканчиваются. Они заканчиваются точкой открытия. И двери, которые вы считали запертыми, ждали только вашего появления с правильный ключ сознания. Теперь, дитя обещания, подними глаза. Пусть они увидят предстоящий путь не как борьбу, а как священный коридор расширения. Тебя ждут не долги. Господства. То, что тебя ждет впереди, это не попрошайничество. Это здание. Вы не гонитесь за деньгами. Выйти с этим, вы с ним сотрудничаете. Вы в священное соглашение с Богом умножения. И это только начало. На следующем занятии мы углубимся еще глубже. Мы рассмотрим, как поддерживать чудо, как строить системы, отражающие новую истину, которую вы несете, как сеять не просто хаотично, но стратегически на благодатной почве в божественное время со сверхъестественными результатами. Вы не захотите это пропустить. Так что подписывайтесь сейчас. Поделитесь этим посланием с тем, кого вы любите, с тем, кому нужно напомнить, что он не проклят, не забыт и не находится вне досягаемости благодати. И комментарий ниже твой последний указ, и твой голос становится трубой, возвещающей прибытие вашего урожая. Скажите это ясно: я поток. Я источник. Я урожай. Это мое новое наследие. И когда старые шаблоны постучатся снова, когда тень дефицита попытается появиться, не бегите. Только помнить, ты уже перешел черту. Ты уже сжег мосты. Пути назад нет. Пусть ваша следующая мысль будет семенем. Пусть ваш следующий вдох станет посланием. Пусть вашим следующим шагом станет декларация, которая гласит: «Я связан с небесами. Я – часть завета. И мое наследие здесь. Я благословляю твой разум. Я благословляю твои руки. Я благословляю ваши числа. Я благословляю ваши сети. Я благословляю ваше время. Я благословляю ваше наследие». И до новой встречи в следующей священной активации. Оставайтесь в потоке, оставайтесь в вере и оставаться в завете. Вы благословенны. Вы богаты. И теперь ты бодрствующий.